Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». О каких вещах жалеют люди в зрелом возрасте? Возможно, их опыт позволит вам избежать собственных ошибок. Уроки с частицей «не». Не покупайте вещи. Вместо этого лучше путешествовать. Запомните, жизненный опыт и впечатления, а не вещи– это и есть настоящая жизнь. Не делайте того, чего не хотите делать. Вы думаете, у вас есть время, чтобы успеть все? Это не так. И в один совсем не прекрасный момент вы поймете, что ваше время вышло. Просто стало слишком поздно. Вы прожили свою жизнь, но совсем не так, как хотели. Вы бежали за чем-то отчужденным. У вас есть цель? Отлично. Идите к ней и не оглядывайтесь. Не пытайтесь всем угодить. Никто не является более достойным любви, чем вы. Жаль, что я вспомнила об этом слишком поздно. Я потратила время впустую, пытаясь расположить к себе совершенно посторонних мне людей. Деньги, которые вы потеряли, можно заработать, но даже 5 минут потраченного времени– это то, что вы потеряли навсегда. Не стремитесь заводить отношения с тем, кто любит другого человека. Отношения с человеком, который любит другую, и эта другая не вы, заранее обречены. Это своеобразная черная дыра, в которой пропадут все ваши светлые эмоции и чувства, а вам останется лишь пустота. Вы потеряетесь в этом и не будете знать, как выбраться. Когда я полюбила человека, который любил не меня, я чувствовала себя бездушным роботом, и на то, чтобы вернуться к нормальной жизни, мне понадобилось слишком много времени. Не давайте обещаний, которых не сможете сдержать. Если не хотите чувствовать себя последней сволочью и постоянно извиняться перед другим человеком за то, что не выполнили обещанного. Не давайте обещаний, которых не сможете сдержать. Если не хотите чувствовать себя последней сволочью и постоянно извиняться перед другим человеком за то, что не выполнили обещанного. Не ждите, пока другие скажут вам «да». В первую очередь скажите «да» самой себе, а остальные ответят утвердительно чуть позже. Не оставляйте места в своей жизни тому, что тянет вас вниз. Не ешьте вредной пищи, не читайте третьесортных новостей. Старайтесь держаться подальше от коллег, которые только и делают, что сплетничают в коридоре, пытаясь полить всех грязью, и не проводите время с людьми, с которыми не собираетесь идти по жизни. Не сожалейте. Может показаться, что все вышеперечисленное мои сожаления, но это не так. Это своеобразные татуировки на память, которые со мной и по сей день. Нельзя вернуться в прошлое, нельзя его исправить, а вспоминать о своих неудачах и ошибках бесполезно и глупо. Не делайте закладок на страницах, которые вы уже прочитали. Сегодня все начнется сначала, но помните, что ваше завтра будет во многом зависеть от вашего сегодня. Список уроков. Инвестируйте деньги в хорошее дело, пока вы молоды. Будьте щедрыми, но не позволяйте людям садиться вам на шею. Путешествуйте каждый раз, как выпадает шанс, и не упускайте ни одной возможности. Поживите хотя бы год за границей. Так вы поймете, что мир не ограничивается одним лишь вашим маленьким уголком. Любовь, дружба и забота о здоровье– это то, что нельзя откладывать на потом. Думаю, самое главное– это просто жить и не сдаваться. Всегда и при любых обстоятельствах. Оставьте сожаления на потом. Вы спрашиваете, о чем жалеют люди, оглядываясь на свою жизнь. Похвально, что вы задумываетесь об этом. Мой вам совет. Найдите свой путь. Занимайтесь делом, которому у вас лежит душа, и будьте счастливы. А сожаления оставьте на потом. В 60 лет у вас будет достаточно времени, чтобы о них подумать. Возможно, это звучит драматично, но независимо от того, насколько вы счастливы, в старости вы все равно будете о чем-нибудь сожалеть. Давайте разделим самые распространенные сожаления на 3 группы. Ошибки, которых вы хотели бы избежать. В молодости мы склонны переоценивать значимость наших ошибок. Мы думаем, что сделали что-то непоправимое, но забываем, что у нас целая жизнь на то, чтобы все исправить.
Когда вам будет 60 лет, вы посмеетесь над многими ошибками, которые совершили в молодости. Вы даже будете замечать молодых людей, которые делают те же промахи, которые и вы совершали в прошлом. В конце концов, вы придете к осознанию, что все ошибки и упущения, даже если они оставили после себя шрамы, это часть истории, из которой складывается ваша жизнь. Поверьте, через 20-30 лет в компании друзей вы будете отпускать меткие шуточки о своих ошибках молодости. Ваши ошибки были необходимыми. Простите себя. То, что вы могли сделать, но не сделали. В 20 лет вы сожалеете о том, что не пошли на свидание с понравившимся парнем, но вы полны оптимизма, так как знаете, что вам еще представится подходящий момент. Когда вы будете старше, у вас будут сожаления другого рода. Вы будете сожалеть о рисках, которые не решились взять на себя, и о возможностях, которые упустили. Вас могут одолевать сомнения из разряда «что если бы я поступила тогда по-другому?». Вам кажется, что ваша жизнь могла сложиться совсем иначе. У вас мог быть большой дом, крутой автомобиль, красавец муж и чудесные дети. Хорошо это или плохо, но никто и никогда не узнает, как было бы. Вы, конечно, можете изводить себя постоянными сомнениями и выстроить в своей голове параллельную вселенную, в которой ваша жизнь идеальна, но вы должны научиться отпускать несбывшееся. Тяжелое бремя времени, которое вы потратили зря. Больше всего я сожалею о бездарно потраченном времени. Мне кажется, что я умру, так и не увидев Мачу-Пикчу, так и не научившись свободно говорить по-французски, так и не построив собственный дом. Чем старше я становлюсь, тем больше бессмысленно потраченных часов прибавляется к моей жизни. Время очень быстро проходит, помните об этом. Если хотите сделать что-то, сделайте это сейчас. Я сожалею, что не уволилась с работы много лет назад и не отправилась в Австрию, чтобы кататься на сноуборде всю зиму. И сейчас я жалею о том, что потратила время на написание этого ответа, тогда как за окном меня манит чудесная погода. Если вы хотите сделать что-то, сделайте это сейчас. Завтра может и не наступить. О чем люди жалеют в 70 лет. Я читаю и удивляюсь, что у многих людей так мало сожалений. Мне почти 70 лет, и хотя я вполне довольна своей жизнью, если бы я решила записать все свои сожаления, то у меня был бы материал на целую книгу. Я сожалею о каждом своем глупом решении и необдуманном поступке. Я жалею о каждой возможности, которую я упустила. Список можно продолжать долго. Я стараюсь не сожалеть, но уверена, что сожалеть есть о чем. Я всегда была достаточно обеспечена, у меня чудесная большая семья, и я люблю своего мужа. Но я до сих пор жалею о том, что 50 лет назад не набралась смелости и не познакомилась с тем парнем, который сидел за соседним столиком в университетской столовой и улыбался мне. Жизнь – игра. Жизнь – игра, в которой существуют правила и игроки. Вы знаете, проигрываете вы или выигрываете, но в игре есть удача, жульничество и неверные ходы соперников. Игра непредсказуема, и то, что вызывает сожаление сейчас, может сыграть вам на руку в будущем. Этим и интересна жизнь. Следуйте за своей мечтой. Я жалею, что не следовала своим мечтам в молодости. Я решила, что мне непременно нужно поступить в университет. Если бы я смогла поверить в себя, исполнить свои мечты и желания, а не только беспокоилась бы о том, как в будущем найти хорошую работу, то сегодня моя жизнь была бы совсем другой. Я бы хотела вернуться назад и поговорить с собой 20-летней. Я бы посоветовала себе самой подумать дважды, рассмотреть альтернативные варианты, прежде чем брать дорогостоящий кредит на образование, которому совсем не лежит душа. Я бы решила вложить деньги, которые я потратила на учебу, в небольшой бизнес, и это была бы настоящая школа жизни. Или, как вариант, я бы посоветовала себе получить другую специальность, о которой всегда мечтала, и стала бы сценаристом. Кто знает, может быть, я бы подарила этому миру какой-нибудь шедевр, если бы в 20 лет прислушалась к своему сердцу, а не к другим людям. Проводите время с детьми.
Мое главное сожаление заключается в том, что я не проводила время со своими детьми. Я была одержима работой и считала, что это моя единственная важная обязанность и ответственность обеспечить свою семью. И я была не права. Этого времени уже не вернешь, поэтому сейчас я часто повторяю своим уже взрослым детям, что я сожалею о том, что жила лишь работой, и призываю их не повторять мою ошибку. Мне очень повезло, так как у меня хорошие родители, которые прощали мне мою вечную занятость и прекрасно заботились о моих детях. Но когда мы смотрим на семейные фотографии того времени, на них явно кого-то не хватает. Меня. Если у вас есть дети, они должны быть вашим главным приоритетом. Думаю, вам интересно будет узнать, о чем жалеют люди перед смертью. Считается, что Бетховен на смертном одре сказал: «Рукоплещите, друзья, комедия окончена». Лу Костелло перед смертью заметил: «Это было самое лучшее мороженое, которое мне приходилось пробовать». Последние слова великого Леонардо да Винчи были довольно смелыми. «Я оскорбил Бога и человечество, потому что моя работа не достигнет качества, которое она должна иметь». Вот что сказал Альберт Эйнштейн перед кончиной. Скучно продлевать жизнь искусственно. Свою задачу на Земле я выполнил, время уходить. Сделаю это элегантно. Последними словами Стива Джобса на смертном одре были: «Оу, вау, ух ты, ух ты». Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу и о чем жалеете. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. А я благодарю всех за внимание, лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока-пока.